День 1544. Сегодня я обнаружил, что у меня не работает интеграция с умным домом Яндекса. Раньше я настроил навык и подключил его к своему сайту, на котором у меня сохраняются данные. В умный дом Яндекса я сделал проброску своих устройств. Для этого использовал систему умного дома OpenHub. В нем у меня заведены все датчики и сделано описание типов для этих датчиков. И в систему Яндекса я передаю все датчики сразу с необходимыми параметрами. Туда я пробросил все выключатели, пробросил умные розетки, датчики температуры и влажности, датчики движения, датчики открытия дверей, также все беспроводные выключатели. Недавно появилась в Яндексе дополнительная функция, которая позволяет передавать туда еще и статусы устройств. Появилась возможность интегрировать беспроводные кнопки, датчики температуры, датчики открытия. И на базе этих устройств уже делать сценарии, использовать эти устройства как триггеры. Для того, чтобы сделать передачу устройства в Яндекс, я сделал кодировку специальную, шестизначную. И с помощью этой кодировки я кодирую все устройства в умном доме. Кодировка сделана следующим принципом. Первый разряд обозначает используемую экосистему. Например, либо это самодельное устройство, либо это устройство TUI, либо устройство Xiaomi, либо еще какие-нибудь другие. Соответственно, второй разряд и третий, они отвечают за номер комнаты. Четвертый и пятый разряд кода определяет сенсор. И шестой разряд – это некоторые параметры на этом сенсоре. Например, температура и влажность на сенсоре обозначается температурой единицей и влажность двойкой. Я это сделал для того, чтобы при необходимости смены устройств, например, если я меняю устройство другой экосистемы или у меня вышло из строя устройство и мне приходится ставить другое, то чтобы сохранить всю историю, накопленную по этому датчику, например, температуры, я делаю привязку к коду, который использовал ранее, и, соответственно, у меня вся история продолжает храниться. Например, датчики в спальне я уже менял несколько раз, и это были самодельные устройства, это были устройства Xiaomi. До сих пор вся статистика собирается на один уникальный идентификатор. Также я делаю и сохранение на идентификаторе конкретного устройства, потому что иногда они отличаются по своим характеристикам. И, в принципе, полезно отслеживать, например, как изменяется заряд батареи или другие атрибуты, которые уникальны только для конкретного устройства, конкретного производителя. В базу у меня записывается все именно в этих кодах. И при интеграции с Яндексом я также передаю эти коды, и все устройства называются с префиксом, и в окончании названия я использую вот этот код шестизначный. Таким образом, я могу очень просто определить, какой атрибут мне надо будет передать, или какой атрибут передается, наоборот, из системы Яндекса, если, допустим, я голосом прошу включить свет в какой-нибудь комнате. Яндекс периодически меняет описание устройства, меняет некоторые атрибуты, передаваемые из системы по API. Соответственно, у меня периодически бывает так, что отваливается интеграция, приходится каждый раз искать причину, почему вдруг Яндекс опять перестал работать. Последний раз это было сегодня. В целом у меня используется экосистема Яндекс для управления голосом.
но это также дает и многие возможности для использования Яндекса как хаба. То есть можно туда завести датчики и устройства разных производителей. Через API можно обращаться к умному дому и, соответственно, управлять этими устройствами, включать, выключать или получать их значения, что, в принципе, позволяет отказаться от различных других систем, как тот же OpenHub или Home Assistant. Недавно в Яндексе добавилось дополнительные возможности для работы со сценариями. Это можно сделать несколько последовательных действий и между действиями настроить задержку. Например, таким образом я реализовал использование светильника в режиме рассвет, когда экосистема Яндекс отправляет сигнал на постепенное повышение яркости светильника через 1 минуту. Также с Яндексом можно интегрироваться другими способами. Появилась дополнительная интеграция в Home Assistant, Яндекс Smart Home, который позволяет прокидывать устройство из Home Assistant напрямую в Яндекс. Также этот модуль позволяет передавать изображение с камер в приложении Яндекса и смотреть онлайн-трансляцию, что очень удобно, и практически нет других способов сделать эту интеграцию с Яндексом. Также я пробовал управлять устройствами от TUI, используя интеграцию с Яндексом. Она работает гораздо быстрее, чем родная интеграция с TUI. И родная интеграция с TUI, она очень сложна, использует облако TUI, к которому подключиться достаточно сложно, нужно получать отдельный ключ и запускать на сервере умного дома специальные утилиты, позволяющие взаимодействовать с устройствами TUI. Это в первую очередь касается устройств Wi-Fi, которые работают достаточно медленно, и нет возможности переподключить эти устройства к шлюзу, например, Zigbee или каким-то другим. Можно использовать дополнительные варианты интеграции, такие как Local TUI, но они также требуют сложной настройки и получения дополнительных ключей. Например, я сделал в коридоре включения через Яндекс. Это гораздо быстрее отрабатывает. Если я использую стандартную библиотеку для подключения к облаку TUI на Python, то сам скрипт запускается достаточно долго, и это тоже время ожидания. И если, например, я включателем беспроводным хочу включить свет в коридоре, то задержка составляет больше 2 секунд, что очень некомфортно. Опять же, если я использую интеграцию через Home Assistant или напрямую подключаюсь к Яндексу через API, это работает гораздо быстрее. Подключение умного дома Яндекса достаточно сложное, так как если это разворачивать на внешнем хостинге, то нужно получать также и SSL-сертификат, который стоит больше 3000 рублей. Его надо каждый год продлевать, что становится достаточно дорогим удовольствием. И сам хостинг он тоже не дешевый, это больше 300 рублей выходит у меня в месяц. Как альтернатива можно, конечно, получить постоянный IP у провайдера. Эта услуга обычно стоит порядка 100 рублей в месяц. Но опять же, нам нужно будет разворачивать сервер, постоянно включенный, и также пробрасывать порты через роутер. Также сервер умного дома, если он построен на Raspberry, то он будет использовать достаточно ограниченный объем памяти и SD-карты, и не очень удобно сохранять статистику. Например, у меня статистика уже копится очень давно, и очень большой объем, больше 1 миллиона записей в базе со всех датчиков. Но наличие внешнего IP, конечно, позволяет получить другие преимущества. Можно будет подключаться к серверу умного дома напрямую, что гораздо удобнее. Я для удаленного подключения использую возможности OpenHub.
У них есть бесплатное внешнее облако, которое пробрасывает весь трафик на сервер умного дома локальный. Таким образом, у меня полностью через интернет доступна страница, которая настроена в локальной сети в системе OpenHub. Ее я использую как хаб для своих устройств и удаленного доступа выключателями и просмотра датчиков. Сделал несколько скриптов для интеграции своего умного дома с системой OpenHub. Никакие автоматизации в OpenHub я не использую. Также я использую систему Home Assistant. Она в первую очередь используется тоже как хаб для всех устройств. Все остальные сценарии у меня описаны с помощью скриптов. В основном это я разрабатываю их на Bash.